Приветствую тебя, ты решил научиться играть на Заске? Тогда я расскажу тебе минимальные вещи, которые тебе нужно знать для хорошей игры на Заске. Что первое нужно знать про Заска, так это то, что он обалденный маг. И круче него, наверное, пожалуй, будет только Кагура. И то только если на ней наиграть очень много каток. Здесь же тебе достаточно будет сыграть около 70 или 100, и ты уже можешь быть имбой. До мифика дойти несложно. Начнем с того, что маг Заск это постоянная мана. То есть ты должен всегда следить за тем, чтобы у тебя она не исчезала или не заканчивалась в неподходящий момент. В самом начале твоя задача всего лишь навсего фармиться, впрочем, как и всем остальным героям. Фармиться без ущерба для твоей команды. Самый главный помощник для тебя это твое порождение. Первый навык Заска, который тебе помогает по максимуму зафармить линию, не подставляя свое лицо и тело противнику. Этот маленький дружок наносит 50% от героя самого Заска. По факту, чем тебе удобно это порождение? Ты его поставил, он себе спокойно забирает крипочков потихонечку, ты лишь всего лишь добиваешь, когда тебе нужно побольше монеток заработать. В дальнейшем это же кошмарное порождение тебе поможет, если оно будет атаковать твоего противника, каждый третий удар будет замедлять противника на 60%. По-моему, это классно, да, не особо сможет двигаться и кто-то убежать. Тем и, собственно, привлекательно то самое порождение Заска, от которого дико бесятся противники. Их понять можно, сама не люблю играть против Заска. Второй навык называется Пожиратель Разума. По сути, это самая сильная способность, не считая ульты у Заска, которая наносит минимально 300 единиц магического урона. Очень удобно второй способностью, грубо говоря, давать указания своему порождению на то, кого нужно атаковать. Например, в тимфайте, когда ты хочешь, чтобы твой шипзик начал бить кого-то, тебе нужно обязательно второй способностью попасть именно в того самого игрока. Особенно если у него мало здоровья. Тогда и ты, и порождение будете бить одного персонажа. В таком случае твое порождение нанесет уже не 300, а 540 магического урона. Прикольно, да? При этом каждый раз у тебя будет добавляться еще 180% общей магической силы. Но это уже попозже. Сейчас не буду тебя нагружать лишней информацией. Третья способность называется коллективный разум. Это когда Заск выпускает ряд кошмарных клонов. Когда ты попадаешь по врагу, он получает 110 магического урона и при этом замедляется на 80%. Да, на 1 секунду, но эта 1 секунда в тимфайте многое решает. А теперь моя самая любимая ульта Заска, которую ты сейчас наблюдаешь на экране. Заск превращается в огромное порождение. У него усиливаются навыки, у него много здоровья появляется, и по хорошему счету он может прямо из ульты направлять свои 2 навыка, второй и третий. Первым же навыком ты спокойно можешь переместиться со своего местоположения практически на расстояние, если бы ты завязал вспышку. Очень удобная функция, особенно когда ты пытаешься кого-то доесть. Или тебе срочно нужно убежать от противников, которые оказались в соседнем кусте вчетвером. Что же касательно сборочки, тут неоднозначный вопрос, потому что кто-то собирает на ману реген, а кто-то собирает, как я, сапоги заклинателя. Ну, сейчас объясню. Смотри, когда ты берешь на ману реген, тебе обязательно нужно убить героя или сделать поддержку. Только тогда ты получаешь 10% от маны. Мне же интереснее нанести как можно больше урона для своих союзников, чтобы они могли в крайнем случае добить, ну а я массово погрызла, скажем так, их хп. Поэтому я собираю сапоги заклинателя. Они дают мне 40 скорость передвижения и 10 магического проникновения. Вторым предметом я собираю часы судьбы. Специально для маны и немножко добавить все-таки урона. Третьим предметом я собираю райское перо, которое увеличивает скорость атаки. Четвертым жезл молний, который сокращает перезарядку и добавляет 75 к магическому урону. Следующим божественный меч, как же без него, это 40% магического проникновения. И завершающий этап это священный кристалл, который дает тебе 100 магической силы. Ну и в дополнительный слот лучше всего положить кровавые крылья.
Они тебе дадут 175 магической силы, немножечко здоровья, и ты получишь щит от магической силы. Их желательно приобрести, когда у тебя уже полностью сборка вся собрана. Тогда ты вместо тапочек, да, ты потеряешь в скорости, но ты вместо тапочек будешь иметь максимальный урон для мага. И не забывай, пожалуйста, если у тебя в противоположной команде попался Алукард, Альфа или кто-то, кто очень много восстанавливает здоровье во время файта, возьми ожерелье заточения. Это очень важный предмет, и его желательно купить, когда ты взял тапочки и часы судьбы. И если ты только начал играть в МЛББ, я тебе не советую брать зимний жезл на Заска. Да, это безусловно обалденный предмет, очень удобный на мификах, но пока ты учишься играть, для тебя самое важное — это не умирать, следить за своей маной. Следить в прямом смысле, когда у тебя остается мало, совсем немножко маны. Не бежать любой ценой забирать черепаху. Маг без маны как без рук. Хочешь быть эффективным в команде, старайся следить за своей маной и здоровьем. Если у тебя мана на середине, и ты хочешь помочь своим союзникам забрать черепашку, возьми и нажми регенерацию. Она немножко, но тебе добавит все-таки ману. Ну а что касательно заклинания, то я предпочитаю брать огненные выстрелы. Он тебе и атака, и защита одновременно. Когда ты убегаешь от противника, тебе иногда очень нужно его оттолкнуть. А оттолкнуть ты его можешь только огненным выстрелом. Иногда бывает, что ты далеко находишься от союзников, а они уже находятся в тимфайте. И для того, чтобы помочь им снять еще немножко здоровья с противника, тебе огненный выстрел очень поможет. Можно брать и вдохновение на Заска, на эпиках и легах, но учти, что радиус действия твоего порождения не очень велик, а значит, если у вас не будут файты 4 на 4, 5 на 4, 5 на 2, то тебе это невыгодно совсем. Единственный вариант, если ты при вдохновении будешь этаким пушером, то есть вместо стрелка ты будешь ходить и башни сбивать со своим шипзиком. Есть еще одно заклинание, которое берут, когда очень много контроля в противоположной команде. Это очищение на Заска, работает отлично. Это бывает так редко, что чаще всего тебе хватает огненного выстрела за глаза. Что еще можно делать твоим порождением маленьким? Ты всегда его можешь кинуть в любой куст и проверить, есть ли там кто-то. Называется это чекать кусты. Очень часто противники сидят в кусте по 2-3 человека, и, соответственно, чтобы не попасть к ним, как говорится, в западню, ты можешь поставить туда своего маленького помощничка. Ну, а так как ты маг и ты стоишь на средней линии, то понятное дело, что леснику помогаешь именно ты. В данном случае ты видишь, мы черепашку забрали вместе с Фрей. Я наблюдаю, что у нас собирается тимфайт, поэтому иду на помощь союзникам. Тут же понимаю, что по хорошему счету с таким количеством маны мне помочь своим союзникам будет достаточно сложно. Поэтому я возвращаюсь обратно. При этом мой шепзик в какой-то мере стопил 2 противников. К слову о помощи леснику. Когда в начале игры фармится лесник, ты не забираешь синий баф и помогаешь ему забрать речного монстрика. Это нужно для того, чтобы он прокачал возмездие и смог, вероятнее всего, забрать черепашку. То, где ты поставишь свое порождение, и будет определять, где ты ультанешь. По факту, в данном случае, если тебя команда не поддержала, то вероятнее всего, что тебе вообще ничего не поможет, и ты все равно умрешь. Но что прикольного в Заске? Когда ты умираешь, после тебя остается вот такое маленькое порождение, которое еще может кого-то доесть и нанести приличное количество урона. Иногда в тимфайте это очень выгодно. Когда ты размениваешь противников на 1-2 своих союзников. То есть, например, умирает маг, но при этом остается живой стрелок, который может спокойно пропушить середину или любую из линий. Если ты увидел тимфайт, ты приходишь, помогаешь и пытаешься как можно больше нанести урона. Когда у тебя Франко в команде, старайся ему помогать во время того, как он кого-то поймал на свой хук. Но если ты вдруг увидел
противника в соседнем кусте, то лучше его лишний раз попалить своим союзникам, потому что он может всегда нанести урон нежданчиком. Ну а так как Заск достаточно быстро убивает миньончиков, то ему желательно следить за линиями и по возможности расчищать линии для того, чтобы свои проходили вперед. Не всегда все идет по плану, по крайней мере, если ты играешь в соло. Так что во время файта твое порождение может переключиться на ближайшего монстрика. В этом случае ты спрыгиваешь со своего порождения и начинаешь атаковать вторым навыком того персонажа, на которого ты бы хотел, чтобы твое порождение начало атаковать. Тем не менее, не забывай вовремя убегать, чтобы не качать противоположную команду. Если правильно научиться пользоваться огненным, то в той же Ханабе ты снесешь 1/4 здоровья к 10-11 минуте. Можешь помочь своему леснику забрать баф, то есть ты пару раз его ударил, и он быстрее его забрал. И не забывай, пожалуйста, ты все-таки не танк, а броневик, поэтому вперед ты лезешь только при условии, что у тебя есть точно ульта. А теперь ты можешь увидеть, как Заск во время ульты может переместиться один раз в любую сторону. Оп. И вот так еще одно убийство в копилочку. Как ты мог уже заметить, все навыки, которые я использую, обычно направляю в нужную мне сторону. Постарайся не автоатачить на Заске. Со временем ты научишься просчитывать персонажей, которые играют против тебя, и тебе будет намного легче определять, куда же поставить свое порождение, где тебе нужно ультануть, а где придержать ульту до более серьезного файта. Если миньонов нет, а здоровье у тебя практически на мели, все же лучше уйти на базу и подкачаться. Когда у противников есть игрил, попробуй поставить шипзика за его спину и отправить на фонтан. И даже если на тебя нападет какой-нибудь Элгард из-за куста, ты можешь надеяться на своего шипзика, что он его добьет. В файтах тебе желательно, чтобы ты где-то был посередине и мог переместиться, добивая одного-второго персонажа. Потому что, вот, допустим, сейчас Тигрил не рассчитывал на то, что его добьют. Он думал, что он далековато, и, к сожалению, ошибся. В файтах постарайся выцепить именно тех персонажей, которые много наносят урона, при этом имеют не очень много хп. Логично, что на танка мы первым явно не нападаем. Если противник пытается забрать лорда, можно поставить шипзика, превратиться, переместиться, убрать двух персонажей, а через 8 секунд после превращения еще раз переместиться. Но у нас на это есть всего лишь 1,5-2 секунды. Тем не менее, нам этого будет достаточно для того, чтобы забрать противника и не дать ему отобрать нашего лорда. Ну а так как все противники повержены, противник просто признал поражение в данной катке. Ну а теперь самое интересное. Так как эту съемку я вела еще когда была на легенде, то сейчас ты сможешь увидеть мои результаты данной катки. Неудивительно, да? МВП. Кстати, ты уже видишь, что это 451 раз было. Помимо этого, ты видишь уже сборку, 15 убийств, 5 смертей, по глупости, конечно, сделанных, но тем не менее, и 5 поддержек. Не забывай, ты также можешь поставить лайки противоположной команде, ведь они тоже стараются и очень хорошо играют. В данном случае это была Вексана на 33% урона. Но мы ее обогнали, и у нас 41% урона, 23% по башням и 57% в командном бою. На этом видео заканчивается, и я тебе хочу пожелать хороших каток и тиммейтов, которые учатся, но при этом стараются играть командно. До скорой встречи, до следующих видео. Пока-пока и хорошего настроения.